Всем привет! Меня зовут Дима, я ваш гид по Израилю, и сегодня мы поговорим о Масаде. Масада в переводе с иврита означает крепость. Масада была построена на вершине изолированной горы, возвышающейся на 450 метров над уровнем Мертвого моря в Иудейской пустыне. Наверху гора представляет собой плоскую ромбовидную площадку размером 650 на 300 метров. История крепости описана еврейским летописцем Иосифом Флавием, жившим в первом веке нашей эры. Главная веха в истории строительства по праву связана с царем Иродом. Еще до того, как римляне воцарили идумеянина, его семья укрывалась в крепости в то время, когда Ирод боролся за власть над Иудеей. После того, как римский сенат провозглашает его царем, он начинает еще больше укреплять это место, стенам которого его семья обязана жизнью. Он окружает Масаду новой стеной общей протяженностью почти в 1,5 километра и шириной 4 метра, возводит оборонительные башни по всему периметру и строит оружейные и продовольственные склады на случай долгой осады. Кроме военного предназначения, Масада являлась своеобразной зимней резиденцией царя. Поэтому, среди всего прочего, он строит 2 дворца, римские бани и бассейн. Все это на вершине одинокой горы посреди пустыни 2000 лет назад. Воистину грандиозный проект. В 66 году нашей эры евреи начинают широкомасштабное восстание против гнета Римской империи. Согласно Иосифу Флавию, в этом же году группа сикариев, еврейских боевиков, захватывают Масаду и уничтожают римский гарнизон, находившийся в ней в это время. В 70 году вследствие осады Иерусалима в крепость стекаются новые силы сикариев и их семьи. 3 года спустя к Масаде подходят тысячи римских воинов 10-го легиона и осаждают крепость. У осажденных на вершине скалы достаточно воды и пищи для того, чтобы выдержать долгую осаду, в то время как положение римлян не было безоблачным. Они не могут просто сидеть и ждать, пока у евреев закончится провизия, потому что сами находятся в пустыне, и доставка продуктов питания легиону само по себе является сложной операцией. В связи с этим римские войска под предводительством Флавия Сильвы переходят к активным действиям и начинают строить осадную башню и воздвигать огромную насыпь с западной стороны Масады. Сикарии пытаются им помешать, осыпают римлян градом стрел и совершают дерзкие вылазки, но это не приносит успеха евреям, и они лишь оттягивают неизбежное. Через несколько дней, под вечер, таран пробивает стену, но римляне решают перенести окончательный захват крепости на утро следующего дня. У сикариев на этот счет были свои планы. Иосиф Флавий приводит пламенную речь лидера иудеев Элазара бен Яира, в которой предводитель сикариев убеждает своих людей не сдаваться врагу и не давать ему шанса пленить себя, а покончить жизнь самоубийством. Но иудеи считали самоубийство большим грехом, и поэтому каждый из бойцов должен был убить свою семью. Потом жребием были выбраны 10 сикариев, которые умертвили своих товарищей. Из этих 10 таким же способом выбрали одного. Он убил остальных 9 и покончил с собой. Таким образом, из 960 человек, находящихся в Масаде, только один совершил самоубийство. На следующее утро, войдя в крепость, римляне не поверили своим глазам. Весь еврейский гарнизон лежал замертво. Лишь 2 женщины и несколько детей выжили. Видимо, один из сикариев не смог убить свою семью. Они-то и рассказали римлянам о случившемся. На вершине Массады было 2 дворца. Северный, состоящий из 3 ярусов, и западный. В верхнем ярусе северного дворца находились царские палаты. Высокопоставленные гости царя могли наслаждаться здесь прекрасным видом на Иудейскую пустыню и Мертвое море. Западный дворец был больше. Он являлся административным центром. В нем также стоял трон Ирода, и здесь проводились торжественные церемонии. Кроме этого, отдельного внимания заслуживают римские бани, хорошо сохранившиеся до наших дней. В банях было 3 комнаты – горячая, холодная и теплая. Помимо бань в Масаде был плавательный бассейн, несколько резервуаров с водой общей вместимостью 40 тысяч кубометров, склады, как продовольственные, в которых хранилась мука, масло, вино и другие продукты, так и оружейные. Также здесь находилась синагога времен Ирода. Она является одной из самых древнейших синагог в мире. Кроме построек на вершине Масады, стоит обратить внимание и на римские сооружения у подножья горы. 10-й легион окружил крепость своей стеной длиной в 4 километра и высотой 3 метра, дабы никто из повстанцев не смог сбежать или напасть на лагерь. Всего Масаду окружали 8 осадных лагерей различной величины. Частично сохранилась также и огромная насыпь, построенная римлянами для атаки крепостной стены.
После подавления восстания римский гарнизон еще какое-то время оставался в этом районе, но крепость не восстанавливали. В V веке сюда пришли монахи-отшельники и основали тут лавру, построили церковь и жили на вершине около 200 лет. Потом это место было оставлено и забыто, вплоть до 19 века, пока не было заново открыто немецким путешественникам. Сегодня Масада является национальным парком и очень популярным туристическим объектом, который ежегодно посещают около 750 тысяч человек. Крепость внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме этого, на вершине и у подножья Масады осуществляются различные мероприятия. Дают присягу солдаты армии обороны Израиля, проводятся концерты, лазерные шоу и другие массовые культурные события, включая фестиваль оперы. На сегодня все. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.